Всем большой привет, мои дорогие зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, простой, тающий во рту яблочный пирог из самых обычных ингредиентов. Берем 100 граммов мягкого сливочного масла, у меня масло с жирностью 82%. Добавляем немного соли, буквально одну щепотку, 80 граммов обычного сахара, 10 граммов ванильного сахара и взбиваем это буквально минуту. Сахаром посветлело и попышнело, теперь добавляем сюда 2 средних яйца. Яйца должны быть комнатной температуры желательно. Здесь у меня 150 грамм пшеничной муки, добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Сначала вот так вот перемешиваю и добавляю сюда. На маленькой скорости, чтобы мука не пылила. Здесь у меня 3 яблока общим весом 400 граммов. Если хотите, то их можно очистить от кожицы, я этого делать не буду. Половинку яблока вот оставлю для украшения, потом мы его будем использовать. А остальные яблоки очищаем от сердцевины. У меня кожица мягкая, поэтому я оставляю. Мне кажется, что в ней очень много сохраняется яблочного аромата. Лучше брать яблоки кисловатые. Ну или какие есть дома. Яблоки нарезаю на тоненькие пластинки. Каждую четвертинку пополам и потом вот так вот тоненько. Половину яблока я оставила. Порезанные яблоки отправляю в тесто. И сейчас аккуратно перемешаю лопаткой. Также в тесто можно добавить немного корицы, если вы любите, и цедру лимона для аромата. И вот теперь вмешиваем, чтобы яблоки покрылись тестом. Форму смазываем сливочным или растительным маслом. Дно я выстелила пергаментом. Диаметр формы 20 сантиметров. Посмотрите, сколько яблок. Получается намного больше яблок, чем тесто. И выравниваем по форме. Духовку ставим прогреваться до температуры 180 градусов, чтобы она у нас уже была прогрета заранее. Оставшееся яблоко при помощи овощечистки нарезаем на такие вот тоненькие ломтики. Получаются вот такие вот тоненькие слайсы. Теперь эти тоненькие слайсы выкладываем вот так вот сверху. Немного прижимаю, чтобы они зафиксировались на тесте. Сверху посыпаю 1 чайной ложкой сахара, чтобы при запекании получилась карамель. Стараемся, чтобы сахар попал на все кусочки яблок. Так вот можно распределить пальцем. И сверху выкладываем немного сливочного масла, или можно даже немножко смазать. Совсем чуть-чуть, буквально чайную ложку, чтобы не было слишком жирно. Представьте, сахар вместе с маслом начнет карамелизироваться, и еще и яблочный сок. Будет очень вкусная сверху такая вот корочка. Ставим пирог выпекаться в духовку, которая заранее уже прогрета до температуры 180 градусов. Верхний и нижний нагрев выпекаем 30-40 минут до полной готовности пирога внутри. Пирог готов, я дала ему остыть в форме минут 10-15, и теперь буду его доставать. Пахнет просто невероятно, как яблочная карамелька. Пройдемся вот так вот по краю формы и открываем, достаем. Вот такой вот красивый, симпатичный пирог, в котором очень-очень много яблок. Я подготовилась, давайте разрезать и пробовать, потому что очень ароматно и вкусно пахнет. Вот он, посмотрите, какой яблочный-прияблочный. Какой аппетитный. Ну и пробовать быстрее. Мягенький.
Пирог очень мягкий, нежный, тесто, оно просто тает во рту и слегка вот яблочки похрустывают, в меру сладкий. Если вы любите очень сладкие пироги, то можно уверенно добавить чуть-чуть сахара. Но пирог классный, готовится очень быстро и просто. Я недавно готовила шарлотку по классическому рецепту, и сейчас готовлю этот пирог, и этот пирог мне лучше. Он и мягче, и быстрее готовится, и нет никаких заморочек, и получается просто во. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.